Российские боевые самолеты, ударные и разведывательные беспилотники, а также разные авиаракеты стали самыми популярными экспонатами выставки Dubai Air Show. Но абсолютная звезда – экспортная версия истребителя 5-го поколения Су-57. Как стало известно сегодня, первые такие машины уже переданы иностранным заказчикам. Репортаж Айнура Валиахметова. Головокружительные элементы. Это кубинский бриллиант озаряет раскаленные пески Дубая. Без фигур высшего пилотажа уже невозможно представить этот авиасалон. Финальный аккорд в небе. Второй день подряд российские истребители, хедлайнеры, летные программы в Дубае. На этот раз русские витязи заставляют публику замереть от восторга. Такие же настроения на статической экспозиции. Здесь ажиотаж с самого утра. К российским самолетам теперь вводят экскурсии. Большое разнообразие военной техники, и она такая впечатляющая, если честно. Она так отличается от других. Вооруженные силы Индии на протяжении долгого времени применяют российскую технику. Наша страна довольна качеством. Вот истребитель 5-го поколения рассматривает начальник Генштаба Эмиратов. Я желаю им удачи. Следом делегация из Индии, Китая и стран Персидского залива. Удивить заказчиков не просто, слишком высокая конкуренция, но нашим российским компаниям, кажется, удалось это сделать. И такие гости сейчас все чаще посещают российскую экспозицию. Это, например, госминистр обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Всем интересен в первую очередь истребитель, и высокие гости его могут получить прямо сегодня. Правда, пока в качестве небольшого макета. Подойти так близко к новейшему истребителю 5-го поколения не у каждого есть возможность, но именно на авиасалоне грозный зверь подпускает к себе незнакомцев. Все внимание, конечно, к этим отсекам. Впервые широкой публике в Дубае демонстрируется работа отсеков, из которого появляется смертоносное вооружение. Это неуловимое для радаров оружие, как и сам истребитель, оснащен электроникой с использованием технологии искусственного интеллекта. Летчик Сергей Богдан проводит нам экскурсию в кабине Су-57. По нам производится атака, допустим, какого-то самолета. Искусственный интеллект обнаруживает угрозу, показывает, с какой стороны идет облучение. Если происходит по нам пуск ракеты, здесь это индицируется, произведен пуск. В главном мировом авиационном шоу года принимает участие 115 стран. Россия развернула свою экспозицию сразу в нескольких павильонах авиасалона. Это один из самых масштабных стендов. Вся техника, которую мы сегодня выставляем, она участвовала во всех боевых действиях. И, конечно же, это постоянно идет модернизация, это вот нон-стоп. Насколько это плюс для зарубежной делегации? Сегодня понимаешь, что это все можно использовать реально. Не просто так, значит, на полигоне ты выехал, мишени поставил, по мишени пострелял. А здесь это бой, реальный бой. От модернизированных ударных беспилотников «Ланцет». Более 4000 целей было поражено этим изделием, начиная от танков и заканчивая бэками. До современных ракетно-зенитных комплексов это новый «Панцирь СМД-Е». Боевой комплект одного боевого модуля увеличен до 48 ракет. Число потенциальных покупателей растет с каждым днем. Увеличивается и портфель заказов. Сейчас это порядка 60 миллиардов долларов. Иностранным заказчикам уже переданы 2 Су-57. По Су-57 мы начинали переговоры с различными нашими партнерами до, естественно, выставки. Здесь их продолжение. Тем более, когда ты видишь самолет воочию. Новейший истребитель 5-го поколения на авиасалоне в Дубае уже диктует моду. На некоторых стендах можно даже увидеть часы с изображением Су-57. Вот он прямо на циферблате, а с этой стороны легендарный окрас истребителя. И, конечно, находясь возле российских стендов, даже арабы начинают говорить на русском. Самый красивый самолет. Лучше, чем французские и американские самолеты. Проверенные в реальных условиях, построенные на собственных технологиях. Это не просто показ. Заявка на лидерство. Айнур Валиахметов, Дмитрий Архангельский, Карина Танаян, Екатерина Долгачева. Вести. Дубай. Объединенные Арабские Эмираты.